Не иду поэтому. Я после того, как мы с вами в прошлый раз поговорили, я помучил Анатолия Борисовича по поводу связинвеста. То есть я попытался понять, как технологически устроен аукцион. Чубайса часто обвиняет в том, что он подыгрывал Потанину. Анатолий Борисович на это отвечает. Как вы себе это представляете? Гусинский не стал бы рассказывать ни мне, ни Потанину, никому другому, сколько он готов предложить денег. Откуда Потанин мог узнать цифру Гусинского, чтобы написать там сумму чуть больше? Это ответ Чубайса. Да, но вот мы простые смертные, это я уже сейчас от себя говорю. Мы ведь не представляем, как был устроен этот аукцион, как он администрировался, да? Может быть, там Гусинский положил конверт с цифрой, а Потанин положил пустой конверт, а вы, Анатолий Борисович, своей рукой туда вписали на 10 рублей больше. Анатолий Борисович на это говорит: да вы с ума сошли, как это могло быть? Они же открывали конверты друг при друге. Вот. И это как будто звучит очень убедительно, да, если Гусинский и Потанин на самом деле открывали конверты одновременно и друг при друге, то каким образом что-то там можно было смухлевать? Вам знакомо слово «прослушка»? Вам знакомо слово «прослушка»? Вы, наверное, представляете себе, что конкуренты прослушивали друг друга. И они знали, какую цену положит Гусинский, тем более, что эта цена, насколько я знаю, была в принципе обговорена с руководством правительства. Да? То есть, уровень цены. Анатолий Борисович отвечает за слом этой системы. Это его самая большая ошибка, да? Когда он точно сыграл на руку Коху и Потанину, прекрасно понимая все аргументы, которые ему высказывали разные люди, начиная от Валентина Юмашева, да? И, собственно, заканчивая Борисом Березовским. Это просто... Сейчас он может рассказать все, что угодно. Говорить о том, что правительство Российской Федерации было организовано так же, как, скажем, германское правительство, орднунг, порядок, сейфы. Все знали, что это не так. Вот и все. И мы знаем, как, скажем, господин Кох таким же образом помог Потанину купить «Известия», когда были тренды, тендеры, акции у разных людей скупали. Кох обладал эксклюзивной информацией о стоимости акций, и Потанин перекупал их. Это известная история. Так что мы видим, что действия одни и те же. Потанин и Кох вместе на тендерах, на покупке. Один из них госчиновник, другой из них покупатель. Вот и все. Все очень просто. Я вам могу сказать, что я думаю, что и у Чубайса нет никакого сомнения. Но ему стыдно. Чубайс еще умеет стыдиться. Пока. Кох нет. Хорошо, мы тогда тему связинвеста давайте закроем. Мы в прошлый раз с вами закончили на портрете Владимира Гусинского. Вы его тогда описали как такого романтичного, увлекающегося человека, которого все называли худрук. Расскажите, пожалуйста, как худрук Владимир Гусинский получил НТВ? А я не знаю. Я думаю, что он получал НТВ за помощь, итоговая НТВ, вот большой НТВ, он получил НТВ за помощь Борису Николаевичу в разного рода выборах. И тут же вошел с ним в конфликт, как вы помните, в 1994 год. И в 1996 году то же самое. Поэтому это была плата за услуги, я имею в виду частота с нулевым рейтингом, с нулевым контентом, с долгами. Это была учебная частота для учебного телевидения. Вот что получил господин Гусинский. Конечно, за услуги, которые он оказывал, безусловно, нет никакого сомнения в этом. Но то, что на пустом месте, да, на пустом месте, вот просто пустая земля, он получил кусок земли. И он построил там здание, да, это, конечно, заслуга его команды. Но я в это время еще ничего никак нигде. Я наблюдал это снаружи. А можно мы точно так же про Березовского поговорим? Расскажите, что это был за человек? Ой, как не хватает Березовского сейчас, если честно. Я никогда не работал с Борисом Абрамовичем, вернее, никогда не работал у Бориса Абрамовича, скажем так, и точнее будет. И Березовский, конечно, был отдельный типаж. Вот как в комедии дель арте, да, он был такой Арлекин. Арлекин может быть один. Вот один. Я думаю, что где-нибудь в средние века
он был бы таким, знаете ли, еврейским советником при герцоге, да, или при короле испанском, французском, английском, неважно. Но при этом он очень хотел играть сам публичную роль. Не только советовать там за занавеской, там шу-шу-шу-шу-шу, но быть самим уважаемым, очень хотел уважения, очень хотел признания, очень хотел любви, и в этом смысле он был авантюристом. В этом смысле. Он был авантюристом, в публичном смысле. И именно поэтому он совершал очень часто ошибки. Он очень много ошибался в людях. Он очень много ошибался, но очень много и предугадывал правильно. И в этом смысле, конечно, общаться с ним, не будучи его сотрудником, было очень интересно. Я не знаю, как было общаться с ним, будучи его сотрудником, но мы с ним начинали общаться в кризисные времена, и он, конечно, был кризис-менеджером, как сейчас принято говорить, очень креативным человеком, который придумывал нестандартные ходы по выходу из разного рода кризисов. Из разного рода – финансовых, политических, экономических, человеческих, я думаю, семейных, моральных. И в этом смысле он был, конечно, увлекательный человек. Очень многих людей он соблазнял этой увлекательностью. А вот вы говорили про Владимира Гусинского, что на нем нет крови, поэтому это как бы, для начала уже неплохо. Это все признают, никто не... Ему много что предъявляли, но никак не могли предъявить ни одного трупа. А про Березовского вы можете это сказать? А про Березовского не знаю, потому что я не работал у него в конторе. Я не знаю его скелета в шкафу, а придумывать не хотелось бы. Если бы он был жив, я бы еще попридумывал, а он бы проопровергал бы. Но поскольку ему опровергнуть невозможно, я воздержусь. А расскажите, как Березовский получил ОРТ? Вот вообще не знаю. Вообще не мое. Угу. Хорошо, давайте тогда прыгнем чуть-чуть вперед. 90, какой-то получается, 8-й год. Премьер-министр Черномырдин, Я вам эти вопросы задаю сейчас не как участнику событий, а скорее как такому всеосведомленному наблюдателю. Почему Борис Николаевич послал Черномырдина в отставку? История заключалась в том, что Борис Николаевич представлял себе, что он уйдет в 2000 году. Он об этом заговаривал, как мне рассказывали, и никто не мог его уговорить на третий срок. Пытались, не могли. Он устал, ему не хотелось, ему было скучно, ему было тяжело, не знаю. Он готовился уходить. И близкие люди его в этом поддерживали. Наина Осина его поддерживала, ну, из-за здоровья в первую очередь. Семья сомневалась, Татьяна, да, Лена, дочка, считала, что он должен уйти тоже. Здоровье. Он сдавал, и очень сильно. Ну, известно, после 96-го года, вернее, в 96-м году инфаркты и продолжающиеся истории с болезнями. И, значит, Борис Николаевич хотел, как я понимаю, войти в историю именно человеком, который задал направление, и его преемник, наследник, продолжатель это направление продлит. И он не видел Виктора Степановича в этой роли. Он считал, что Виктор Степанович человек одного поколения со мной, такой же советский человек, может быть, не в таких терминах, но было понятно, что Виктор Степанович еще более консервативен, я сейчас не словами Бориса Николаевича, а по сути. И он к нему всегда относился как к человеку, который консервативнее, чем он. И это хорошо. Вот он может там, Ельцин, что-то такое пробить, а Черномырдин только закрепляет. Да? И он искал, и в 1998 году он понимал, что премьер-министр, который будет, да, вот он должен себя показать, чтобы стать преемником. Или взять какую-то паузу, чтобы преемник образовался, да, держать. Черномырдин уже не справлялся. Тем более, что надвигался экономический кризис после роста 1997 года, все это понимали. И впереди была такая волна, которую Черномырдин даже не понимал, потому что он красный директор. И уже не хотел он слушать ни объяснения там, ни Чубайса, ни Немцова, ни Уренсона, никого. Черномырдина, я имею в виду. И он, Черномырдин, уже видел себя наследником. История была вторая, что Виктор Степанович стал проводить совещания с силовыми министрами. Да? То, что Борису Николаевичу сильно не нравилось. То есть смысл возник в том, что он ждет моей смерти или моего ухода. А это психологически для Бориса Николаевича это сразу. И где-то начиная с начала 1998 года
И продолжая до конца 99-го, Борис Николаевич искал вот этого продолжателя, закрепителя-продолжателя. Черномырдин не подходил, поэтому нужно было на всякий случай его сдвинуть. Или, как сказал Черномырдин, он меня предал. Он не ожидал. Черномырдин не ожидал. Он меня предал, сказал Черномырдин про Ельцина. И все понимали, что просто вот сейчас возникла ситуация, при которой Борис Николаевич выходит на прямую передачу власти, в которой Черномырдина нет. И поэтому отставка. А вы считаете, что Кириенко – это уже была первая проба? Нет, Кириенко – это был такой образ для Бориса Николаевича, такая времянка, как премьер, в тяжелое время, и Борис Николаевич это подозревал, за время которого он найдет преемника. Это был временный человек, как Степашин через год, скажем так. Он ему симпатизировал, это правда. Кириенко был, как сказал Борис Николаевич, борзый. Более того, Кириенко получил рекомендацию от любимца Бориса Николаевича Немцова, хотя Немцов был скомпрометирован историей с книгой и вообще с этой борьбой, да, но тем не менее, все-таки Борис Николаевич его любил. И поэтому рекомендаций Немцова было много, достаточно. Но он был времянкой абсолютной в тот момент, когда был назначен. Там он мог на год быть назначен, на 1,5, но он был времянкой. А тем временем Борис Николаевич начал там присматриваться. Потом грянул кризис 1998 года, который смел все его планы, и он начал реконструировать планы. И почему, когда грянул кризис, понятно, почему сгорел Кириенко, а почему Борис Николаевич снова попробовал протащить в Думу Черномырдина? Потому что на кризис надо было застопорить. Потому что особой разницы для Бориса Николаевича с точки зрения фигуры между Черномырдиным и каким-то там Маслюковым не было. Это были красные директора, да. Один попрогрессивнее, другой по реакционнее, но все равно это были фигуры, политические тяжеловесы, которые имели уважение там среди предпринимателей, вышедших из Советского Союза, опять среди красных директоров, это значительная часть, оборонный комплекс, в первую очередь, который мог застабилизировать ситуацию. И он хотел вернуться к комфорту, ведь Черномырдин – это как разношенный ботинок. Ты засунул туда ногу, ты его не чувствуешь. Понимаете, он очень удобен, можно не смотреть, а засовывать вот так ногу, и все. Да? И на время кризиса, этой бури, когда все там шаталось, там коммунисты поднимались, да, ему нужно было поставить человека, который договорится с коммунистами и опустит волну. Дальше была абсолютно очевидная политическая интрига Юрия Лужкова, да, который контролировал значительную часть депутатов, которая привела к тому, что, Примаков, хорошо, но я с ним справлюсь, думал Борис Николаевич. Это было абсолютно очевидно, что он это сделал нехотя. Какая-то конкурентность у него с Примаковым, видимо, с тех времен, или ревность, или какое-то чувство, что Примаков его тогда не поддержал при Горбачеве, да, что-то сохранилось, он его не любил. Это было видно. Это было видно, когда они оба тяжелых, здоровых, садились рядом и пыхтели. Друг напротив друга, очень трудно было удержаться от смеха, если не слушать звук. Он назначил вынужденное назначение для того, чтобы Думу привести в чувство. Он, кстати, был очень большим, несмотря на все свои указы, антиконституционным лоялистом. Он верил в том, что Дума – это народное представительство, да, и хотел, чтобы Дума была на его стороне. Я имею в виду, естественно, Ельцин. Ему нужно было, чтобы премьер-министр был утвержден Думой. Он мог его распустить, безусловно, назначить там Черномырдина, Немцова, там, не знаю кого. Он пошел по этому пути. Не страшно. Он понимал, что Примаков временный. Он тоже не являлся его политическим наследником. Он понимал, что через полгода, через несколько месяцев, да, у него было 1,5 года, даже 2, почти 2, он его сменит. И это тоже было очевидно. И Примаков с первых дней начал готовиться на то, чтобы не сменяться, застолбиться. А поясните, почему вы Примакова называете интригой Лужкова? Потому что, собственно, у Примакова не было никакой фракции, даже коммунисты его не сильно любили, потому что считали его ревизионистом и ренегатом. Лужков контролировал значительную часть региональных депутатов,
И, видимо, в этот момент возникает альянс, который позже был оформлен, Примаков и Лужков, где Примаков будущий президент, Лужков будущий премьер. Лужков свои президентские амбиции засунул в карман в этот момент, понимая, что впереди он пускает абсолютно такой вот атомный ледокол Евгений Максимович Примаков, да, министр иностранных дел, шеф разведки, член Политбюро или кандидат в члены Политбюро ЦК, то есть, а он Лужков мелкий хозяйственник в 80-е годы, а Примаков, уже член ЦК, директор института, член президентского совета, и он на его бы спине так вспорхнул бы на пост премьера, а там глядишь, и что-нибудь еще. Юрий Михайлович отличался очень тонким чувством интриги тогда, но промахнулся, так тоже бывает. А расскажите, как можно охарактеризовать этот период примаковского правления? Во-первых, это период стабилизации, безусловно, экономической, да, и надо сказать, что он и Масляков, который с ним был, Юрий Дмитриевич, они вели себя очень грамотно, это даже признают вот такие люди, как Гайдар, признавал мне в разговоре, что бы я еще сделал, кроме того, что сделали Примаков и Масляков. Он доверил Масляку руководство экономикой. И, значит, в период кризиса вот эти медленные, консервативные, осторожные шаги оказались очень полезными. Это раз. Да? Вторая история, значит, Примаков, который всю дорогу занимался внешней политикой, он стал перехватывать повестку дня у больного президента. Потому что в России по Конституции и по понятиям внешней политики премьер-министр не должен заниматься. А он занимался, как министр, как разведчик, как журналист, и его внешняя политика, в общем-то, отличалась направлением, расходилась с тем, что делал все эти годы Ельцин. Начинала расходиться. Конечно, все было с согласия Бориса Николаевича, больного уже, он же кивал, да? Но тем не менее разворот над Атлантикой, и бросок на Приштину, да, вот это все, и переориентировка опять на поддержку арабских режимов, там, Палестина, там, Египет, на Ближнем Востоке, это Евгений Максимович Примаков, на самом деле. Президент все меньше и меньше Ельцин уделял этому внимание, и была история, не помню, рассказал или нет, значит, пойми, март, по-моему, март, значит, в Вене, по-моему, в Вене, собиралась тройка Евросоюза, должна была встретиться с Ельцином. Надо сказать, что Борис Николаевич, даже тяжело больной, никогда не отдавал встречи с тройкой Евросоюза. Или не будет встречи, да, или только он прилетал. Все эти годы, с момента его президентства, да, он с 91 года, тройка Евросоюза, это была его зона всегда. Как с президентом США, собственно. И, значит, я в Пуле, мы прилетели вперед, значит, садится президентский самолет, мы видим передовой отряд ФСО, все ельциновские. Я решил пошутить. Я говорю, представляете, сейчас открывается дверь, и выходит Примаков. Мне все там, ты с ума сошел, что ты брехня. А уже было понятен, конфликт был, да. Открывается дверь, и выходит Примаков. И мне с криком «ты знал», что я не знал ничего, это была дурная шутка. И спускается Примаков. И мне все начинают говорить, звони на Инне Осиной. А у меня был телефон на Инне Осиной, она мне дала. Городской, естественно, не мобильный, который там у нее стоял где-то там, домашний. Я говорю, вы сдурели? Я что буду спрашивать? Борис Николаевич умер? Нет, что я буду спрашивать? А Примаков спускается, садится в кортеж уезжает, президентский пул президента Ельцина, так не может быть. Этого не бывает, да? Этого не может быть, если президент в состоянии. Я набираю, отошел в сторону, все стоят, ждут. Инна Осиновна снимает трубку, там говорит, да грипп у нас. Я еще ничего не успел спросить, ничего не успел. Рот не открыл. То есть я сказал, здравствуйте, Инна Осиновна, это Алексей Венедиктов, мы тут волнуемся, тут где, тут чего. Да грипп у нас. Но это был первый раз, когда грипп не грипп, когда Примаков, как премьер-министр, заменил Ельцина на самом избранном Борисом Николаевичем направлении на отношения с Евросоюзом. Это должно было привести к конфликту, это очевидно и было понятно. А там тихо шел Лужков, где-то там нырял, Москвы, меня не видно. В этот момент, как я понимаю, уже теперь можно посмотреть, он сколачивал партию. Но это была не партия в понимании австрийском или голландском, это была группа губернаторов.
Причем в нее входили как левые коммунистические, ну такие лайт-коммунистические, так и некоторые ельциновские, которые назначены были приведены в политику Борисом Николаевичем. То есть они все увидели в Примакове сильного, в Ельцине слабого. Все. Ельцин не может уволить Примакова. Да? Вот в марте, в апреле так казалось. Но в это время в Кремле как раз начались судорожные попытки уволить Примакова. Судорожные попытки. И это был новый кризис. Это же все происходило еще на фоне попытки импичмента. Ну да, конечно. Понимаете, в чем дело? Было понятно, что если будет вынесен импичмент, просто разгонят эту Думу к чертовой матери. Уж точно Борис Николаевич тут ничего не отдаст. То есть, на самом деле, для него это было важно, но с точки зрения операционной было понятно, что их разнесут. Но импичмент мог повлиять на отставку Примакова? Конечно, это был опережающий выстрел, потому что Борис Николаевич был абсолютно уверен, кто его убедил, это вот другой вопрос. Можно я вас попрошу полным предложением сформулировать? Да. Борис Николаевич считал, что импичмент играет на руку Примакову, потому что он был уверен, что импичмент был инспирирован коммунистами и Лужковым. Новый альянс, которые контролировали большинство. Для того, что если импичмент у нас кто президент его? Евгений Максимович. А дальше выборы, и в руках у них все. Губернаторы, Дума, ну и его президента. И Ельцин выстрелил, Ельцин, его окружение, Волошин, Юмашев, не знаю, они выстрелили первым. Я прекрасно помню, как на приеме, майском приеме 2-3 мая 1999 года на приеме в Кремле Примаков подошел ко мне или подозвал меня, я уж не помню, и сказал: они хотят меня уволить, вы должны защитить, это демократия, пресса должна защищать демократию. Произнес довольно такую малосвязную, но понятно, куда направленную речь. Я стоял с ним минут 7, и вот он рассказывал мне, главному редактору «Эхо Москвы», что мы должны его защитить, что его хотят несправедливо, нечестно уволить, что он не имеет никакого отношения к мне. Я не задавал никаких вопросов. Я на приеме бухаю, выпиваю, хожу. Я остался вот с несчастным стаканом 15 минут и не мог его никак допить. И это увидел Волошин. И ровно после того, как Примаков отошел, ко мне подошел Волошин и сказал: ты что делаешь? Я говорю: бухаю. Он говорит: пойдем. И мы вышли с приема, пошли в кабинет к Волошину, пересекли площадь. И дальше сначала меня лечил Евгений Максимович, потом меня стало лечить, соответственно, Александр Сталинович о том, что это заговор, что Примаков готовит заговор, и что нужно заговор остановить, и что он там, наверное, мне напел там, что все, это они заговорщики или они заговорщики. Я внимательно, с уважением, с тем же стаканом в руке, который мне они не давали допить, я, значит, слушал, а потом меня Волошин вышиб совершенно из себя, огорошив вопросом. Он сказал: а как ты думаешь? Это, еще раз, 2, 3, 4, надо сказать, когда прием был, но это как бы прием до 9 мая, абсолютно до, может, 8 мая, до праздника. Но это вот прием вот 9-майский, но раньше. Он говорит: а как ты думаешь, если Борис Николаевич сложит заранее свои полномочия, как отнесутся твои товарищи, ну, имеется в виду моя аудитория, да, мои связи? Я сказал: Борис Николаевич, никогда в жизни. Ты совсем сошел с ума. Он говорит: нет, ну вот если чисто гипотетически, вот он где-нибудь там в декабре уйдет, вот какое будет отношение? Я говорю: Саш, Борис Николаевич никогда не уйдет, он вцепится руками, ногами, хвостом, когтями, чем угодно, и не отдаст это. Как я ошибался? Но уже тогда, в начале мая, они готовили досрочный уход. Что бы они ни говорили, это факт. Вот разговор со мной – это факт. Интересно. Скажите, а Примаков был на самом деле таким ретроградом и консерватором, каким мы его себе представляем? Нет, конечно, он не был ретроградом, он был просто очень старым и больным человеком. И на определенном моменте, да, во-первых, у него было некое его представление о том, какая должна быть Россия, какое должно быть место в России. Он был идеологичен. И если вы посмотрите его выступление, скажем, стенограмма на президентском совете у Горбачева, он ничего другого не говорил.
Мир изменился, а Евгений Максимович остался тем же. Вот таким же, да, то есть он был верен сам себе 80-х, конца 80-х годов. Но он был советским, конечно, человеком, и человеком, который имел дело с офицерскими погонами, скажем так. Он был очень жесток и категоричен в принятии решений, и часто их принимал, не обдумав, я бы сказал так, или исходя только из одной точки зрения или версии. Поэтому в этом смысле он, конечно, был ретроградным. Но, судя по их последующему альянсу с Лужковым, он не потерял надежды побороться за власть. Нет, он не потерял надежды, потому что рейтинги показывали, что, значит, вся эта чехарда с премьер-министрами, да и Путин это кто? Это ЗРО. И первый и окончательный удар, на мой взгляд, ему нанесли, конечно, парламентские выборы, где партия, собранная Березовским, на мой взгляд. Я помню, как он вот желтый от гепатита, он был в больнице, к нему туда приезжали губернаторы, он их уговаривал в эту партию свою, да, а затем он сам еще желтый, он летал, потом ложился в местные больнички, там отдыхал, потом летал дальше, уговаривал губернаторов отойти от Лужкова, присоединиться к Путину. И он собирал вот эту партию «Вся Россия», да, не «Отечество, вся Россия», вот это, Единство. Да. Единое, ну тогда она «Единство» называлась, да. И вот то, что они опередили, свежая, никакая, все понятно, не партия, да, это такой термометр большой был, замерили. И выяснилось, что неизвестный Путин, все же понимали, что это Путин, партия там, популярнее известного Примакова. Я думаю, что это Евгения Максимовича ввело в транс. Потому что этого не может быть. Мальчишка, сопляк. И как же так? Вот так. А дальше уже технологии, Доренко, то все 5-10. И я напомню, что Примаков даже не выдвинулся в президенты. Ни Примаков, ни Лужков. То есть это настолько было их так, это все переломало. Да? Могли бы выдвинуться, и был бы второй тур. Сомнений бы нет. Но не могли, вот они были такие люди, сломанные. Они оказались сломанные именно выборами в Государственную Думу в декабре 99-го. А почему выбор пал на Степашина после отставки Примакова? Смотрите, была история о том, что, во-первых, Степашин был не первый. Вот, сейчас объясню. Это был, соответственно, 98-й год, когда вот Черномырдин ушел, Кириенко. Фонду общественного мнения был заказан опрос, за какого президента следующего могут проголосовать россияне. Ельцин очень много внимания все-таки уделял вот этой демократии. При всех историях ему важно было, вот люди доверят, не доверят. И была построена модель, такая, я бы сказал, сейчас электронная, а тогда картонная, да, знаете, так, с лицом, кто войдет. Или там серебряная туфелька, да, хрустальный башмачок. Значит, там было порядка 40 параметров, если мне не изменяет, была настоящая социологическая огромная работа. Значит, русский, молодой, военный, спортивный, не пьющий, и там семьянин, там ля-ля, тру-ля-ля, дети, там все, много параметров. И первым был генерал Николаев, генерал армии Николаев, шеф пограничной службы, это был 97-й, 8-й уже год. Его начали проверять, поняли, что у него сразу башка улетела. Он сразу, как только почувствовал, что может стать президентом, его просто Ельцин. Вторым был генерал Бардюжа, которого назначили в декабре главой администрации и одновременно секретарем Совета Безопасности. То есть то, что Путин потом через полгода, да, но генерал Бардюжа Николай Николаевич, который тоже по формальным признакам подходил, отказался поддерживать президента Ельцина в его борьбе с генеральным прокурором Скуратовым. Просто отказался и написал заявление об отставке. Значит, там же еще лояльным надо было быть. И не только лояльным, реформам, не только лояльным европейскому пути России, но лояльным лично президенту и его семье. История со Скуратовым – это не лояльность к семье, да, к дочерям, к зятю.
Значит, Николай Николаевич Бардюжа по поводу Татьяны Дьяченко, как мне передавали его друзья, Бардюжа я имею в виду, написал этому Ельцину, видите, Ельцину, что до тех пор, пока она будет с вами в Кремле, ничего не получится. И был уволен. Поэтому Степашин-то был. Уже при Примакове искали другого, да, то есть, ну, вот по этим параметрам. И Степашин по этим параметрам, в общем, подходил. В общем, да, он был директором ФСК, да, там был такой-сякой, семьянин. Ну, в общем, его начали пробовать, он не первый подходил. И Путин, что же я говорю все время, Ельцин, знаете, как это, как император Павел I говорил, людишек перебирал. Перебирал вот этих кандидатов. Сейчас он писал потом в мемуарах, что он давно Путина, да, среди прочих. Да, но ни одного. Всегда был набор. Аксененко там возникал, тоже железнодорожный генерал, красавец-мужчина. И только потом, уже пятый из тех, кого мы знаем, а сколько мы не знаем, был Путин. Поэтому не в Степашине дело, а в этой картонной фигуре. Но вы не договорили еще, да, что это должен был быть человек в погонах, как бы Штирлиц? Военный. Не обязательно разведчик, военный. Я сказал, генерал. Да не важно, что он подполковник, генерал. Да, на генеральской должности. С генеральской должностью, конечно. Это просто было в этой матрице. Никто не мог рассматриваться. Никакой не Чубайс, там какие-то глупости пишет там Илларионов, да. Никакой уже не Немцов по разным причинам, да. Вот была матрица. А Ельцин очень верил этой матрице. И, конечно, его семья поддерживала в этом. Что надо вот идти, как вот фонд общественного мнения, там Аслон, да, генеральный директор фонда, он был очень убедителен, смотрите, вот графики, вот то все. Ельцин, как человек плохо образованный, он науке-то очень доверял, графикам-то очень верен. Еще со времен ЦК КПСС, там статистика, вот написано, столько чугуна и бетона, значит, столько чугуна и бетона. Вот. И эта история была такая интересная. И, конечно, когда Чубайс лукавит и говорит, что мы все думали, что Путин временный, это не Путин был временный, это возможно, что еще один кандидат, да, и за ним еще там, которых мы не знаем, а Чубайс наверняка знает. Но они временные, да, и вот этот удержался. Ну вот. Почему это там тайна природы? А вот в тот момент, когда вам Волошин говорил, задавал этот вопрос, Да. вы считаете, они уже придумали Путина? Или речь шла о Степашине? Я думал, что Путин находился в тройке, или там никогда не было окончательного решения, вот на этом этапе. Окончательное решение, они же знали, что там выборы в декабре, думские сначала, и они всегда играли в поливариантность. И очень многие... А почему сначала Путин, а не потом Степашин, да? Что надо было Степашине? Они пробовали, имея в виду, что у них вот здесь на скамейке запасных уже сидит на низком старте там 2, 3, 4 человека. Мы же не знаем, кто там сидел за Путиным. Если бы там Путин с чем-то не справился с точки зрения Ельцина, кто бы возник? Мы не знаем. Ну, какие-то надо посмотреть, каких-то там наших генералов современных. Вот, поэтому я думаю, что они там делали ставку, а рядом, но все время держали в голове. И поэтому нет трагедии, что Степашин не состоялся для команды Ельцина. Ну, и у них с собой было еще. Если Путин не состоялся, не было никакой трагедии. У них с собой было бы еще на скамейке запасных, которых мы не видим. А чем Степашин не устроил? Значит, во-первых, своей нелояльностью. Потому что Степашин вот в острый момент призывал договориться с Лужковым. И в этот момент это выглядело нелояльно. Во-вторых, история с Дагестаном, да, Степашин поехал переговариваться с террористами, что с точки зрения даже пиара правительства было плохо. Слабак. Он слабак. Он готов сдать нас террористам, он готов сдать нас Лужкову. Нелояльно, нехорошо. Все. Просто один из параметров был проверен, не подошел с их точки зрения. А вы имеете в виду, что он слабак в том точки смысле, зрения лояльности. что он не удержит ситуацию? Нет, смотрите, там же много, там 47 параметров. Значит, он не лоялен вот до истории со Скуратовым, да, грубо говоря, имея в виду, что вот вдруг возникнет вторая история с Скуратовым. Мы видим, что он хочет договориться с той командой, которая нас несет. А это же у нас май-июнь.
Это еще Лужков и Примаков в силе, и он призывает с ними договариваться. И он призывал с ними договариваться. И он пытался сделать коалиционное правительство. Мы уже забыли, там из примаковских, лужковских, да, и из ельциновских. Это была история, как там возникал там министр финансов, там, господин Задорнов Михаил, а потом раз и исчез, а уже указ был подписан. А что случилось? А вот заподозрили в нелояльности, понимаете, да? И это раз. И второе, по мере того, как развивался кризис на Кавказе, он слабак. Ну, с точки зрения этих людей. Он Путин там сразу. Ну, а это слабак. Вот разница, она же видна, вот она видна. А расскажите, пожалуйста, про историю со Скуратовым. История со Скуратовым была в следующем. Значит, генеральный прокурор, который, безусловно, выступал в альянсе, опять политическом альянсе с Лужковым и Примаковым, значит, начал раскапывать обстоятельства, компрометирующие семью Бориса Ельцина. Семью, имею в виду его дочь. Да? Ну и вообще семью. То есть ударил по этому. И когда администрация, естественно, захотела его снять, и это было первое, по-моему, последнее выступление Александра Волошина в Совете Федерации, генпрокурор снимает Совет Федерации, тут и выявился этот альянс, что Совет Федерации отказал президенту Ельцину. Это не какая-то там, извините меня, Государственная Дума, которую разгонишь. Это сидят такие бароны региональные, такие генеральные штаты, да. Они отказали президенту Ельцину снять генерального прокурора, который посмел замахнуться на семью. Ладно, на политику, переживем. На семью. То есть нелояльность полная. И когда всплыл компромат уже на господина Скуратова, то именно Путин и Степашин, да, Путин и Степашин, да, они выступили с пресс-конференцией, публикуют этот компромат его с гулящими девками, назовем это интеллигентно. И это было испытание, потому что, если я правильно помню, у Степашина дрожали руки, у Путина нет. Вот так он сидел. Да? Было понятно, что это была, в том числе, потом стало понятно, что это там, его за генеральным прокурором давно следили, кто может следить за генеральным прокурором, да? И набирали вот этот компромат. И уже даже не важно, было это или не было. Не имеет значения. Важно было, что он стал публичен, ровно потому, что генеральный прокурор повел себя нелояльно к семье президента Ельцина. Вся история. И там Путин показал свою полную лояльность. Вот и все. Это могло сыграть на выборе Путина? Конечно, это сыграло на выборе, но на выборе много чего играло. Много чего играл. Но было видно, что Путин себя, как директор Федеральной службы безопасности, вел себя в отношении семьи Ельцина абсолютно безупречно. Да. И неважно, правда ли было, что там в этом скандале с Мобитексом участвовала президентская, не участвовала, не имело значения. У Путина была лояльность. И это важно. А что могло быть в голове у прокурора? Что его толкало на такие действия? Как не что, а кто? Следующий президент у нас кто? Примаков, премьер Лужков, генеральный прокурор Скуратов. Ну, надо же удержаться. То есть настолько была уверенность в их силе? Абсолютно. Уже я думаю, что в элите многие, те, кто был внутри, не сомневались, что там же побежали люди со страшной силой. Я вам привел пример губернаторов. Они тогда реально были региональными баронами в феодальном смысле слова. Да, они были вассалами у президента, но у них там были свои там финансы, у них были свои технологии, у них были свои ЧОПы, вооруженные отряды, да, они были, потому что они подкармливали региональную полицию, подкармливали региональное ФСБ, да, вносили эти самые, как это называется, добавки к зарплате, да, обеспечивали их квартиру, ну, вот они были такие, то есть это была власть. Они были властью в 1999 году, эти региональные бароны, и они в своем большом значении, в большом количестве, они были за Примакова, они видели, что Ельцин слабеет. Какой такой Кириенко? Это же позор. Я сижу там на Кемерово, а это кто? Кому нам дали пример? Это что? Вот Примаков был, вот под Примакова я готов. Вот Черномырдин. За что обидели Витю? И поставили этого хлюпика. А вот пришел наш Примаков. Это серьезная фигура. И не стыдно и поклониться. Да? Ну, Серега Степашин там.
А дальше вот эта вся история и произошла, когда администрация плюс Березовский стал их перевербовывать, кого пугать, кого покупать, кого убеждать по-разному. Ну, рассказывают, что это даже была идея Березовского, да? Ну, знаете, я думаю, что такие идеи, они выбалтываются в разговоре. Может быть, он, скорее всего, сформулировал, что он точно участвовал в этих разговорах, и что он эту конструкцию осуществлял, это я знаю. А там, ну, идея, ну, пусть все приписывают себе эту идею, ну, хорошо. Но я думаю, что несколько человек это обсуждало. Ну, какую партию? Ну, о чем вы, Борис Абрамович? Ну, партия какая-то. Надо делать партию, и тогда к нам потянутся бароны. Там главное же было их перетащить. Вот этих баронов региональных тогда, в ноябре-декабре 99-го. Они решали, они могли все решить наоборот. И именно поэтому надо было вышибить Примакова вообще с выборов. Потому что хрен, что им в голову придет, этим региональщикам. Они могут испугаться Путина, да? То есть нельзя было допустить, чтобы Примаков даже вот в бюллетене был. Вот это было очень важно. Но и влияние Березовского вот в этом свете трудно недооценивать. Огромное влияние. Если они прямо с Волошиным придумывали партии, да? Нет, смотрите, у него было два типа влияния. Во-первых, у Бориса вот, в центре, что называется, у Бориса Абрамовича, был фантастический креатив вот в эту историю. Это же турбулентность огромная. Значит, тут тебе в сентябре вторжение, тут чеченских сепаратистов там, или международных, неважно. Потом взрывы домов, экономика пока плохая, Примаков, Лужков прут, и рейтинги это показывают. То есть, надо было что-то придумать. И здесь Борису Абрамовичу не было равных. Да, это раз. И второе, это, безусловно, его дар убеждения. Вот то, что он объезжал, договаривался. Была интересная история, которая меня совсем убила. Значит, он поехал, была уже после, уже при Путине, поехал при Путине ли? Нет, наверное. Ну да, это были выборы в Государственную Думу в декабре 99-го. Он больной, гепатитный, желтый, короче. Поехал, как он говорил, я китаец, поехал баллотироваться в Карачаево-Черкесию депутатом по одномандатному округу. И, значит, там казаки. Там одной из сил были казаки. Как-то. Вот этот вот человек неопределенной национальности, назовем это политкорректно, там было все не политкорректно. И он пошел в этот круг казачий, когда ему охрана его, а я знал его охрану, такие ребята, 2 метра лбы, там бронежилет, но это Кавказ. Вы что, Борис Абрамович? Нет, где они тут собрались в круг? На площади казаки кричали. Вот это вот национальность, вот вон отсюда, твой дом туда, там сейчас мы его порубим, порежем. Он пошел туда. Через 40 минут, мы это видели на пленке, круг кричал: «Люба, Борис, Люба, Люба!» И выдвинули ее, и проголосовали за него. Это был Борис. Ну, это для себя. А вот то, что он там губернаторов, да, это он для другого. Ну, то есть тоже для себя, конечно, но для другого. Это, конечно, не могло не вызвать восхищения даже у его противников. Это я просто разговаривал тогда, там, кто же там я говорил, Володин, нынешний председатель Госдумы, Слава Володин, тогда он был начальником штаба «Отечество, вся Россия» Лужкова-Примакова. Как он это делает? Как, Леша, как он это делает? Вот Люба, вот это Люба, эти казаки, вот этого мелкого, вот в середине, там, чуть ли на руках носили. Вот это он так делал, да. И в этом смысле это его качество не для себя. Вот с губернаторами я считаю, что его трудно переоценить. Может быть, без него было бы то же самое, но не то же самое, но просто много тяжелее. Пришлось бы фальсифицировать. Тут же особого фальсификата не было на выборах 99-го года. Считали, в общем, правильно, но, может быть, там, кроме там, наших султанатов, да. У меня стоит 1806. Прям все нормально. А за какие заслуги, за какие качества был выбран Путин? Я думаю, что вот из того, что мы читаем, собственно, в его книге, во-первых, он подходил по этим 47 параметрам, очевидно. Он был очень надежен. Я думаю, что в этот момент, вот в этот год, 99-й, лояльность личная была важнее всего для администрации. Для администрации, семьи, неважно, для сторонников Ельцина. Потому что было очень много предательства. Да, среди слепых одноглазый царь, как известно. Среди людей, склонных к измене, человек, который никак не проявляет шатания. Вот была история знаменитая, когда, скажем, Березовский, который член команды Ельцина, да, уже на него был вот он ждал ареста. Это при Примакове.
И уже там ходили слухи, и уже видимо, да, Примаков его ненавидел просто, органически не принимал. И, видимо, готовился арест, реально. И в этот момент, в день рождения жены Березовского, Лены Горбуновой, в дверь звонит директор ФСБ Путин с букетом цветов. А еще Примаков. А Примаков формально его начальник. То есть это был такой, знаете ли, это все равно, как позвонить Бушу 11 сентября. Да? То есть я с тобой. Они дружили, они были на «ты». И тогда еще в понимании Путина Березовский его не предал. И он его не предал. И вот эта лояльность, верность, история с Собчаком, когда ему же Яковлев, который победил Собчака на выборах, он предложил Путину остаться первым замом. И тот отказался. Это была лояльность лично, не посту, а людям. И мне кажется, что главным моментом, вот в момент, когда казалось, там вот Степашин, который хочет переговоров, такой лайт-предатель, понимаете? Вот этот Бардюжа, который требует отстранения семьи, предатель же. Вот Аксененко, непонятно совершенно что, но у него слишком большие бизнес-интересы, да, с примаковскими там ребятами, возможный предатель. А этот нет. И мне кажется, что это не был вопрос эффективности. Мы особой эффективности директора ФСБ, честно говоря, в эти годы, как раз взрывы, мы не видим. Это вопрос личной не лояльности курсу, а личной лояльности. И, конечно, большую роль для Бориса Николаевича играла, так сказать, скромность. Скромность претендента. Он всегда говорил тихо, никогда не настаивал, очень редко настаивал на своем. Да? Жил скромно. И, конечно, рекомендации там и Кудрин, и Чубайс, там, питерские люди, которые там были около Бориса Николаевича, сильно рекомендовали. В первую очередь Татьяне, конечно. Я так думаю, наверное, что-то еще было, но я сомневаюсь. А можно мы про семью немножко поговорим? Вот мы все время говорим окружение, семья. Давайте попробуем. Что это значит? Кто в нее входил? И на самом деле это были просто люди, приближенные к президенту, или это прям была какая-то масонская ложа? Смотрите, во-первых, была своя семья, это были родственники. Да? Это была Наина Осина, которую мы не будем исключать, и не делать вид, что она просто бабушка. Тогда была, во всяком случае. Это была Татьяна, которая амбициозно политически была тогда, и я помню разговор, она еще не была назначена, и, собственно говоря, со мной об этом говорил Чубайс, когда он говорил, вот Татьяна имеет огромное влияние, не имеет поста. Я говорю, посмотри на Клод Ширак, да, на дочку Ширака, я Францией занимался, Ширак приезжал к нам, и как раз с ним была его дочь, которая была назначена специальным советником президента. Я говорю, ничего страшного нет, если человек умеет, полезен, там она советник по коммуникациям. Почему Татьяну не сделать? Посмотри, Клод Ширак же сделалась, дочка президента Жака Ширака. Она была очень амбициозна, ей очень нравилось заниматься политикой, точно с 96 года, не знаю, как раньше. И, конечно, это Валентин, муж Татьяны, позже чуть, который был главой администрации, но он очень близок был Ельцину, потому что он писал его книгу. Грубо говоря, он Ельцину ему доверял. И когда я говорю «семья», я имею в виду этих троих. Я просто хочу подчеркнуть, что не надо преуменьшать роль Наины Осиной, потому что до меня в этом кресле сидел директор ФСБ при Ельцине Михаил Иванович Барсуков. И я впервые услышал, что именно Наина Осина в момент кризиса не Татьяна, не Борис Николаевич, не Чубайс, не глава администрации, а именно Наина Осина звонила ему по поводу задержанных с коробкой из-под ксерокса. 2 раза минимум. Она. Поэтому не будем преуменьшать. Да? Это семья, так сказать, узкий круг. И было, конечно, большое количество людей, которые были связаны с Борисом Николаевичем и с этой семьей, с этими людьми, которые я сказал, я бы, честно сказал, эмоционально. Не столько объединенных общими политическими интересами, хотя тут, конечно, да, или должностями, но они были еще эмоционально с ними связаны. Можно говорить как угодно, да, Анатолий Борисович Чубайс. То есть те люди, с которыми были на «ты».
Я Чубайса отношу к этой семье. Я Волошина отношу к этой семье. Я Абрамовича отношу к этой семье. Да? То есть это люди, тесный кружок, который общался, не имеет значения, какие у них должности, но который в разговорах, в беседах, Борис Абрамович Березовский, чуть не забыл. Я не могу сказать, там Бадри был, нет, Бадри не был. Человек, который был самым близким партнером Березовского, а Березовский был. То были люди не те, которые вхожие ногой открывают дверь. Коржаков не был членом семьи, но он был близко. Да, там до 96-го года, понимаете? Но был ли Путин членом семьи? Нет. Да? То есть там не было эмоциональной связи, где можно было просто сидеть и просто разговаривать ни о чем. Вот вообще ни о чем. Вот эти люди могли разговаривать ни о чем. То есть это была связь не только политическая, не столько политическая, а потом из них, конечно, вырастало такой круг советников теневых, которые сильно влияли на президента. Вот что такое семья, с моей точки зрения. Вот то, что я называю семьей. Ну, то, что вы описываете, просто в быту называется друзья. Не, Почему вдруг тут это обрело такое вот значение? Нет, не так. Нет, совсем не так. Значит, можно, если взять современность, можно представить, что там Путин и Ротенберг друзья, но я никогда не скажу и не применю к ним термин «семья». Понимаете? Ну вот просто у Путина нет вот таких, как я понимаю, может быть, есть, но мы не знаем, таких высокоэмоциональных отношений, как были у Бориса Николаевича, его жены, его дочери с кругом людей. Это не друзья, это семья. Они связаны помимо политики и помимо общих интересов эмоционально. Это совсем другая общность, на мой взгляд. Вот она так работала. А можно еще пару портретов вас попросить сделать? Вы только скажите, кто... Кого? Ну, давайте сначала Чубайса, а потом Волошина. Что такое Чубайс? Что это за человек? Ну, во-первых, Чубайс 2019 года, не Чубайс 2009, и не Чубайс 99, и не Чубайс 91. Вам про какого? Нам, пожалуйста, про Чубайса разлива там 96-го, 99-го года. Смотрите, Чубайс реально в какой-то момент стал во главе страны. Вот представьте себе человека, который абсолютно в политической конструкции ничего не понимает, управляет только как технократ приказами, считает, что приказами управлять эффективно, неизбираемый. Он становится во главе страны. Ну, Ельцин болен, у него в руках факсимиле Б. Ельцин. Я думаю, ему снесло башку в те моменты. Так бывает. Знаете, мне Волошин рассказывал, я вернусь, естественно, что вот когда ты садишься в это кресло, мы были у него в кабинете, глава администрации, он так сел, он говорит, когда садишься в этом кресле, возле слева у тебя телефон прямой связи с директором ФСБ, справа генеральный прокурор, у тебя сносит башку. И я ему верю, глядя на него. Ну и на Чубайса. Им снесло башку. Это люди, которые никогда не проходили политическую школу, да, они были всегда бюрократами. То есть они не умели совмещать, да, не умели подчиняться или подчинять. Бюрократ от политика отличается тем, что политик ищет компромиссы и общее, да, а бюрократ имеет там начальника и все, да, приказы. Туда. Вот Чубайс и Волошин их роднит то, что они верят, что эффективность это упрощение. Они в этом смысле они чиновники, они политики. Абсолютно. Оба неизбираемых, оба нелюбимых. Я помню, как стоял Волошин и заикался на трибуне Совета Федерации и не мог ни на что ответить. Да, он не может отвечать не только толпе, но и 100 людям. Да, он не может, он не публичен. Чубайс не публичен. Но почему? Чубайс очень хорошо излагает. Он излагает хорошо, сидячи в кабинете. Очень хорошо излагает. Или сидячи перед камерой, да, где он не видит толпы, которая его не любит, которая ему остильна, которая ему свистит. Политик должен быть перед толпой, которая... Люба! Кто ему крикнет «Люба»? Он не может так. Он не может прийти и вербануть. Он холодный. Понимаете? Он холодный, он считает, что он делает для людей лучше, они потом поймут сами, его роднит с Путиным. А? Вот пусть не понимают, я сделаю, все потом мне скажут спасибо. Вот что такое Чубайс 99, 96, 97, 99 года.
И, собственно говоря, история, возвращаясь к связи инвеста, она же про то же. Я все делаю правильно. И даже Юмашев, глава администрации, взять, не мог поколебать его правильно. Он же с ним говорил, Валентин, ему считал, что он делает неправильно, я делаю правильно. Вот так будет. Почему? Потому что я знаю, что это правильно. Ну вот. И именно поэтому они создают такие конструкции, которые потом трещат. Ну вот, оно так и случилось. А можно отдельно про Волошина? С Волошиным нас связывает много. Мы учились в соседних школах, и есть подозрение, что когда нам было лет по 12, мы били друг другу морды. В нашей школе ходили стенка на стенку на льду Чистых прудов, как известно. У нас есть с ним у обоего подозрение, что мы друг друга там мутузили сильно. Отсюда такая сильная связь у нас. Саша очень высокий интеллектуал, да? Но он тоже... Он любит схемы, и последствия он считает короткие, на мой взгляд. История там с раздачей паспортов в Осетии, в Абхазии, это я сидел в его кабинете в тот момент, когда это обсуждалось и принималось решение. Да? Нет, это все правильно. Вот увидишь. А последствия-то политические. А ему не важны политические, ему важны технологические последствия. Вот мы выиграли. И пошли дальше. А что там сгниет, мы не понимаем. Дальше не важно. Это такая... наша общая беда людей, которые выросли в Советском Союзе и которые попали в совершенно новый мир, да, мы всю дорогу дышали углекислым газом, попали в мир кислорода. Продолжаем себя вести, как будто углекислый газ является основой обмена веществ. Вот это Волошин и это Чубайс. Эффективные, как они считают, я считаю, нет. Мы вчера снимали интервью с Рыжковым, и он сказал, что я считаю, что Волошин – это губитель русской демократии. Ну, смотрите, можно сказать, Он что не Чубайс... так сказал. Он сказал, что он отец идеи властной вертикали. Ну, примерно Ну, это то же самое, в общем, можно не так сказать. Но я могу сказать, можно считать, я понимаю, можно считать, что Чубайс с помощью связи инвеста губитель русской демократии. Я уже считаю, что связь инвеста то, что переломило хребет вот этого консенсуса, случившегося после 1996 года. Вот она переломила хребет. Да? И дальше, поскольку организм скрючился, он пошел в кривобок, в криворост. И поэтому можно сказать, что Чубайс губитель, да, и, безусловно, Волошин, но надо признать, что Волошин действовал в его пользу, да, там, как адвокат дьявола, действовал в условиях, когда у них все сыпалось. Чубайс не действовал в такие. Наоборот, Чубайс был, когда все было на подъеме, вот это все поломал. А Волошин должен был штопать. Тут идет Примаков, тут идут, значит, кавказские террористы, вот Лужков, вот Дума импичмент, да, вот бароны эти сам, все сыпется, мама родная, вот Борис Николаевич сделал, а я все это просру. Потому что он был главой администрации в это все. Кто там должен был просрать? Борис Николаевич был малофункционален. Значит, сидел глава администрации, который так же, как и Чубайс, должен был все это собрать. И я думаю, что он действовал в условиях паники внутренней, да, но очень жестко. Вот так обычно люди сильные действуют. В условиях паники действуют очень жестко. Жесткость – это означает, что нет вариантов. Или не так. Жесткость означает, что я не вижу вариантов. Было бы лучше, если бы Степашин договорился с Лужковым, кто знает, история не знает слагательного наклонения. Да? Было бы лучше, если бы Примаков, вот что такое сделал бы Примаков, чего не сделал Путин, с точки зрения наследства Бориса Николаевича. Мы же про это говорим, да? Никто не знает. Ну вот задайте Волошину вопрос, что такое сделал бы Примаков, чего не сделал Путин, вот через 20 лет. Ну, вся история. Привел бы нас Примаков в эту точку, в которой мы существуем. А вот вы говорите, переломил хребет связи инвест. Надломил, давайте я поправлюсь. Ну, в криворост пошел. Все-таки частную собственность сохранили, свободу слова сохранили, всякие свободы религиозные, да, и прочие передвижения сохранили. Все-таки основополагающая частная собственность и свободы все-таки были сохранены. Просто туда был влит яд, и это начало отравляться. Скажу я так не по-русски. И привело к тому, что сейчас у нас... Да, и привело к тому, что сейчас с этим у нас плохо. И с собственностью, и со свободой. А насколько вы считаете, какое-то событие, даже очень мощное, или там 2-3 подряд события, могли страну сбить с пути? Или возможно, что этот откат был предопределен социокультурными особенностями общества?
Я понимаю. Ну, смотрите, мы же говорим сейчас, с одной стороны, о факте, который случился, а другая история, там, Борис Николаевич мог скончаться на рабочем месте во времена Кириенко. И был бы Кириенко у нас его премьера. И чего? Вот и чего на секунду? Вот он его премьера и, скорее всего, тогда президент. Или тогда его побеждает кто? Зюганов? А может, Жириновский? Такой предо-Трамп. Невозможно посчитать. Все было очень сложно. Вот невозможно придумывать события, да, потому что события произошли те, а не те. Ну, давайте про роль личности в истории. Да? Школьный вопрос такой у нас. Может ли роль личности оказаться важнее, чем такое вот общее дыхание всего общества, которое просто вот несет страну в определенном направлении? На короткий период роль личности важнее, но тренды определяет не личность. Хотя личность может сильно затормозить или ускорить общий тренд. Может сильно затормозить или ускорить, или даже, я бы сказал, в косую пустить. Но тренд существует все равно. И, конечно, после революции должна быть реставрация. Ну, это просто вот по истории. Нет революции, где не бывает реставрации. Она придет обязательно. Потому что революция – это всегда экстрим. И вам нужно там дойти до какой-нибудь якобинской диктатуры, да, чтобы люди, которые начинали ради свободы собственности, потом эту якобинскую диктатуру сами бы сломали и бросились бы назад под кров сначала императора Наполеона, а потом и реставрации бурбонов. Потому что цель революции – собственность и свобода. Что революция там дала, а потом отняла, что император отнимал, что реставрация отнимала, пока в 30-м году там не пришли уже там новые буржуазные законы, да, которые закрепили свободы и собственно говоря, у нас Владимир Владимирович, он же одновременно и Кромвель, и Карл II, и Яков II, если говорить про английскую историю, да, то есть он и участник революционных событий, ну, можно сказать, по Бонапарту он, да, там, и Робеспьер, и, соответственно, Наполеон, который имеет, и реставрационный он Людовик XVIII и Карл X, да, то есть совсем ушел в ультрамонархическую реставрацию. Он еще не дошел до этого, но он к этому идет. Потому что, повторяю, два основных завоевания нашей революции, любой революции, собственно, свобода. Значит, там, где сужается собственность и сужаются свободы, да, то есть нас возвращают там, в реставрацию на новом этапе. Очевидно, это так. Ну, вот говоря про тренд, там Бардюжа, Степашин, собственно, и Примаков, Путин, все с погонами, все силовики. Да. И я часто слышу такую мысль, что Ельцин или там окружение Ельцина разочаровалась в интеллигенции после Связинвеста, после... Она никогда, окружение Ельцина, не очаровывалось интеллигенцией. Они, как Ленин, всегда считали, что интеллигенция – это говно. Но Борис Николаевич, это я знаю по собственному опыту, он обладал абсолютно, вот Ельцин, я сейчас не говорю про абсолютно определенными качествами личными. Во-первых, он обладал чувством благодарности. И на дух не принимая интеллигенцию, да, вот на дух, вот его интеллектуальные игры, вот Горбачев в этом смысле был более, ему было более комфортно, Ельцину было некомфортно с интеллигенцией, было некомфортно с его советниками, там, Сатаровым, Красновым и Батуриным, некомфортно, он говорил на другом языке, марсиане, ему некомфортно было с журналистами, я это знаю. Он никогда не собирал, в отличие от Горбачева, там, писателей, там, которые могли бы. Да? Это не его среда. Они земноводные, а он летает. Или наоборот, неважно. Да? У них главное жабры, а у него главное крылья. Но, во-первых, Борис Николаевич был благодарен. Во-вторых, он знал, кто будет писать историю. Вот когда говорит про соль, он понимал роль соли. Он не любил есть соль. Никто не любит есть соль. Но он знал, что именно эта соль делает блюдо съедобным. Вот. Говоря об интеллигенции, в этом смысле, об образованном классе, потому что образованный класс скептичен, он не любит его повадок, он мужик из деревни. Ну, в общем, понятно, да, чужой. И даже будучи еще одним из глав межрайонной депутатской группы, да, вот этой самой, еще в Советском Союзе, у него очень сложные были отношения. И с Поповым, и с Сахаровым, и с Собчаком Бориса Николаевича, да, с лидерами, потому что они чужие. Но вот эта его знаменитая
то, что он сказал его генерального прокурора Илюшенко по поводу кукол НТВ, потому что там Шендерович – это интеллигент, он сказал: я терплю, и вы терпите. Терплю. Он терпел. Вот это Борис Николаевич. Да? Это вот никакого разочарования. Никакого. Слушайте, не было очарования, поэтому не было разочарования. Они чужие, иные. Да, какой-то там Борька Немцов, там, тоже относительно интеллигенция, провинциальные мальчики из Сочи, да, там, или из Нижнего Новгорода, неважно. Он зависим, он не московский. Он не московская интеллигенция. Боря как там, записки провинциала. Абсолютно то. Так его Борис Николаевич: я провинциал, и он провинциал. Да? Только я. Вот это их объединяло. А там, вы что думаете, он любил Чубайса? Терпеть не мог. И его, когда нужно было, значит, Анатолием Борисовичем, как бараном вышибить что-то из Ельцина, там, именно Татьяна Борисовна ходила, там, просила, умоляла: прими Чубайса. Она говорила: нет. Вот буквально: нет. Папа, послушай Чубайса. Нет. Потому что он вот это чужой, не свой. Но при этом в семье свой. Да? Но он его терпел, он его не любил. Поэтому никакой измены не было. Ельцин не изменял интеллигенции, интеллигенция не изменяла Ельцину. Просто не было любви. Но при этом интеллигенты его любили какое-то время. Лидер, подождите, он же принимал решения, которые отвечали, повторяю, по свободам и по собственности, так же, как Горбачев. По свободам и по собственности. Вот интеллигенция, она могла разочароваться в Ельцине. Как же так? Я прекрасно помню, это у нас был 93-й год, и в ходе путча или после путча наш Борис Николаевич, интеллигентный, запрещает коммунистическую прессу указом. Мы, пацаны, вышедшие из Советского Союза, создавшие свободное радио, говорим: как же так? Как он себя ведет? Он себя ведет как этот вот. Как эти ГКЧПшные, и потом вот эти путчисты. И мы написали письмо, наш главный редактор Сергей Корзун написал, мы все подписали, и я повез это письмо Полторанину, министру информации, что мы требуем от президента отозвать указ о запрете коммунистической прессы. Полторанин мне говорит, что вы не понимаете, они вас развесят на столбах, вот эти коммунисты, там, Проханова и прочее. Я говорю: вы понимаете, наш президент не может, да, мы за него голосовали, и за него там на путче не может такие вещи подписывать. То есть такое разочарование могло наращиваться, но он терпел. Да, он делал много чего. А что Чеченская война? А что его выходки разные, да? Но он терпел. Он терпел. А вообще, как вы на 90-е сейчас смотрите? Как, условно, такое первое демократическое десятилетие в истории России или это эпоха разочарований? Нет, послушайте меня. Первая демократическая эпоха – это все-таки Горбачевщина. Извините меня, такой свободы, которая там была для нас в 88-м, 9-м, 90-м и даже в 91-м году, не было в 90-е годы. И, конечно, отец всего этого – это Михаил Сергеевич, а не Борис Николаевич. И в этом смысле Борис Николаевич, вот в этой части, он шел дальше, чем Михаил Сергеевич, но он не был другим, он шел в той же колее. Он меньше вилял, благодаря Гайдару, Чубайсу, не знаю, Вале, не знаю. Но он шел в этой колее, он был более целеустремленным, он был больше... Тем не менее, Михаил Сергеевич. Поэтому все демократические основы, слушайте, первые законы и указы, повторю, по собственности, частной собственности, это Горбачев. Закон о кооперативной собственности. Закон о свободе, да, это Горбачев. Свобода церкви, это Горбачев. Все уже забыли. Да? А это Горбачев, это 88-й, 89-й, 90-е годы, когда Ельцин еще никто. То есть он лидер оппозиции, но он не принимает решений. И Борис Николаевич действовал в этой истории. Он не порушил то, что делал Горбачев, не порушил. Он где-то углублял, где-то химичил, но он продолжал в том же тренде. И в этом смысле, вот с кем ни говори, все-таки все скорее вспоминают ностальгически не 94-й, потому что 91-й – это путч, 93-й – это второй путч, 94-й уже Чеченская война, и уже понеслось. 96-й – это выборы, когда многих поставили под ружье за Бориса Николаевича.
Да? То есть там уже шло вот такая стяжечка. 98-й кризис, 99-й, Чеченская вторая война. То есть там не было года, может, 92-й, который продолжал бы 89-й, 90-й. Поэтому это такая революция. Ну как, представьте себе, что вы живете во французской революции. Вот у вас каждый год какое-то важное событие. То Конституцию, то голову королю отрубили, то восстание Вандеи, то вторжение этих иностранных интервентов. Вам некогда даже это как-то объединять. Да? У вас воздух свободы, он возник в 89-м, 88-м, 87-м, 88-м, 89-м, вы продолжали им дышать. И вот нынешнее поколение, что очень интересно, да, вот 30-летние, они же совок не помнят. Для них воздух свободы, вот то, что я говорю пафосно, воздух свободы – это норма. Понимаете? Это для нас была не норма. Это мы переучивали с углекислого газа на азот. Они в этом азоте родились уже. Они уже там, у них биохимия азотная. Понимаете? И поэтому, когда их начинают как-то, они, что такое-то, всегда можно, а сейчас нельзя? Неправильно себя ведет. В этой истории 90-е годы, это вот история революции, когда шли грандиозной социальной турбулентности, потому что экономически уже Горбачев начал, да? А вот социальной турбулентности люди осознали, что революция им принесла не только свободу, но и бедность, и нищету. Но открыла возможности, с другой стороны, да? Тут рухнул на нас этот интернет, прости господи, который открыл нам все возможности по миру, имея в виду те, кто умел, а кто не умел, остался сзади. Кто не умел, у кого нет денег, кто вовремя не сообразил. Это очень сложное время, 90-е годы – это время самоопределения каждого. Если Горбачев давал землю и свободу, собственную свободу всем, то 90-е годы мы были брошены государством, может, хорошо, чтобы мы кто утонул, кто захлебнулся, а кто воспарил. Вот что такое 90-е годы. Не 80-е, а 90-е. Просто другая жизнь. Но сейчас, когда вы оглядываетесь назад и смотрите на 90-е, вы считаете, что вот условно пришел черный полковник и все сломал, вот это поступательное демократическое движение? Или это все сломалось уже в 90-е? Нет, смотрите, во-первых, еще раз, ничего не сломал, а так душит. Это разные вещи. Дышать-то можно, но душит уже так. Сокращаются возможности, которые были в 90-х. Смотрите, то, что я говорил о реставрации, да? Значит, отношения внутри между государством и индивидуалом сейчас идут в сторону реставрации, то есть Советского Союза. Да? Если в 90-е государство никакого дела, реально бросили, выживайте как знаете. Сейчас мы имеем 22, да, обратный перекат, что нет, государство во все влезает, оно влезает там, в ваши семейные отношения, ваши религиозные отношения, да, регулирует, я имею в виду, регулирует вашу жизнь. То возвращаемся туда, в совок, да? В этом смысле, в смысле регулирования. Поэтому ничего не сломал, это тренд. Ничего такого не произошло. Да? Вот не было там, головы не отсекали. Но при этом мы видим, что это реставрация. Вот не просто реставрация, да, это уже ультрароялистская реставрация. Есть вещи, которые в Советском Союзе не были. Там, разговариваю там с ФСБшниками, старыми генералами. Они говорят, слушай, мы там, конечно, следили, но не так. Там мы за это сажали, но вот за это мы не сажали, да, там за экстремизм, да, там, конечно, не было никаких ВКонтакте и вот этих, за оскорбление величества, был за анекдоты, но за советские анекдоты, вот она под антисоветскую пропаганду практически не попадала, имеется в виду в 70-е, начало 80-х, да, только за анекдоты не попадала. Сейчас за анекдоты – это оскорбление величия, да, то есть ультрамонархическое, там, ультрареакционное. Поэтому это тренд, это не слом. Да, это такое. Но этот тренд персонально Путина или он просто конца 90-х? Смотрите, нет, во-первых, общество, я же начал говорить, что, как мне кажется, да, это все мои измышления, общество устало от того, что их бросили. Знаете, когда вас бросают, хочется, чтобы вас кто-нибудь приласкал. Вот когда человек там болен, хочется, чтобы рядом был близкий человек, или врач понимающий, или аптекарь, или на худой конец собака. Да? То есть людям реально из хаоса, выбирая между хаосом и порядком, сначала людям хотелось хаоса. Хаоса в смысле «отойди от меня, государство, я сам буду жить, как я хочу». Вот ты там только мою безопасность, там полиция и армия обеспечь,
да, чтобы на меня бандиты и, значит, зарубежные, эти, как это называется, смутьяны, скажем, не нападали, да, а я все буду сам. И большая часть городского населения, скажем, да, которое делало революцию, она вот этого хотела, отзыньте со своими правилами. Значит, потом оказалось, что свобода имеет вторую сторону. Вот ты становишься слабым, некому приласкать, подобрать, накормить, обуть, одеть, согреть. И на эти ожидания, на ожидание порядка, орднунга, порядка в хорошем смысле, никто не хочет порядка в плохом смысле, вот в правил, да, и наказание тех, кто живет вне правил или выше правил, да, общество сделало запрос. Очевидно, это запрос. А потом на это добавился Крым. То есть Крым же это что? Это мечта. Это же не территория. Это мечта. Мечта о настоящей России. Не о великой России, не о полной России. Да? А о настоящей России. Вот мечта. Вот это Средиземная, вот эта Италия наша. Понимаете? Вот это вот замки средневековые. Вот это вот все стоит. Да, артеки. Да? И пришел человек, который исполнил эту мечту. Мало того, что он о нас заботится, мы повысим пособие на ребенка, мы повысим пенсию, да? Он же не говорит, идите зарабатывайте. Да? Он же не дает удочку, он дает рыбку, которую он поймал, часть рыбки. Да? Так это же запрос, и плюс это множится на мечту, и мы получаем любовь к автократору. В истории ничего не нового, все это было. Смотри, император Диоклетиан. Мы вас еще чуть-чуть вас поэксплуатируем, Давайте. если вы нам позволите. Попробуйте. У нас будет еще отдельная бонусная серия, посвященная международным отношениям. Или нет, давайте все-таки добьем, если можно, буквально одним вопросом, этот вот объемный 99-й год. Путинский рейтинг пошел вверх практически сразу и неожиданно для всех. Чем вы считаете это обусловлено? Смотрите, в предыдущие 2 года была турбулентность, да, не было власти вообще. Ну, люди не видели. Вот они были... И вот на вас напали, основная функция государства защищать, и он с необычной жестокостью до последних 2 лет обрушивается на эти горы. Ну, я рассказывал недавно на прямой линии, да. Это же был запрос, когда вот дагестанские ветераны 99-го года, и он рассказывает историю о том, что он не может отдать команду стрелять по тем селам, потому что там их дома, а они ему говорят, это он Путин рассказывает, Путину говорят, стреляйте, вызываем огонь на себя. Это не важно, это фантазия, ложное воспоминание или было на самом деле. Важно, что вот этот запрос, восхищение от силы, умение быстро принять решение, быстро, неважно обоснованно или нет, быстро и ярко, эффективно, это был запрос. Потому что власть была ватная, такой тестообразная, никак не могли, то Думу не могли распустить. Я думаю, что если он распустил Думу, Ельцин, все бы сказали ура. Если бы он объявил войну НАТО из-за Югославии, все бы сказали ура. Если бы он объявил войну Занзибару, тоже бы сказали ура. То есть не было власти вот этого, не было силы, прежде всего силы защитной, брони не было. Путин поставил броню, спасибо тебе, ВВ. Вот что случилось. И этот запрос продолжает множиться сейчас. Так восприятие у многих людей, не у всех, у многих. А насколько, вы считаете, взрывы домов повлияли на рейтинг? Ну, я не думаю, что они повлияли. А что, к чему они привели? К тому, что он стал бы там бомбить операцию, он бы и так провел операцию. Понимаете, да? Ну, это был, конечно, высокий эмоциональный шок. Это история с защитой, с броней, да? То есть, прежде чем показать броню, надо показать прорыв брони. А потом сомкнуть и показать броню. Вот этот прорыв брони, который вызвал шок, и затем жесткий ответ, он, конечно, показал, но важнее был ответ, чем прорыв брони. Всех там вывел бы, там, я не знаю, Басаева, Радуева на площадь и расстрелял бы, все бы только аплодировали. Это было бы равноценно. А вот эта история с декабрем, с уходом Ельцина в декабре, у вас было какое-то ощущение в этот момент, что, ну, поскольку вы уже слышали что-то такое, Нет. Или это было забыто? Нет, я тут же вспомнил, подождите, тут же я вспомнил, сказал, ах, черт, какой же я мудак-то на самом деле, это, господи, мне же все сказали полгода назад. Но вот если я вам скажу сейчас, что я не удивился, это неправда, конечно, я удивился,
Но из-за того разговора я не удивился, в том смысле, в каком удивились все вокруг. Я вам скажу историю. Значит, мы начинаем передавать в 12 дня. Мы начинаем транслировать, значит, вот это выступление Ельцина в 12 дня. Проходит минут 17, мне говорят, вас Черномырдин. А у нас, ну, там на экране все время ретранслируется это Ельцин. И, значит, я говорю, да, Виктор Степанович? Он говорит, Леша, ну что ты всем портишь Новый год? Ну какую фигню, ну он сказал другое слово, какую фигню ты запустил по своему радио? Мой водитель вздрогнул за этого. Я говорю, Виктор Степанович, это правда. Он говорит, ну какая нахрен правда? Ну что тебе в голову пришло? Я говорю, секундочку. И к телевизору подношу трубку, я очень хорошо помню. И там Ельцин выступает, ну там, за Кольцовым. Я говорю, ну, и он говорит уже, бросает трубку, я слышу, как он говорит водителю, поворачивай и гони. Ну, видимо, ехал из Москвы уже там, на Новый год, развернулся и пошел назад. Вот такая история. Черномырдин, не знаю. Меня удивило, но не удивило. То есть, там, через 10 секунд я не удивился, потому что я вспомнил то, что было, понял, спецоперация, что это не то, что там дед умер, или дед придумал это вчера. Да? Нет, это была спланированная операция. И именно в эту секунду я понял, что Путин следующий президент. Потому что это была спланированная за полгода операция. Такие операции должны заканчиваться успехом. Еще не было известно, там пойдет Примаков, не пойдет. Прям все. Для меня все было ясно. Планирование. Увидел, значит, острое ухо Волошина за всем этим. Таню. Все было понятно. Таню. А насколько, расскажите про Татьяну Борисовну, насколько она была вовлечена и... Ну, слушайте, я не знаю, насколько она была вовлечена, потому что сам не знаю, но абсолютно точно там, слушая прослушки, читая расшифровки, я вижу, что она была вовлечена. А также вижу, что ей, ну, в 96-м, 97-м очень сильно манипулировали, она была наивной. И ей очень сильно манипулировали. Там Борис Абрамович говорил, Таня, позвони Наине Осине, пусть она разбудит Бориса Николаевича. Что, Таня не может разбудить Бориса Николаевича? Но Борис Абрамович понимал, что должна Наина, да, и он Таню к этому потал, и она не хотела, сопротивлялась, а он ей звонит, Березовский Татьяне, и уговаривает ее Наину Осину сначала разбудить, и она будет в конце концов. Это вот... Она была сначала наивной. Я не знаю, как потом, стала ли она искушенной. Но тогда она в 96-й, 97-й, может быть, даже 8-й год была очень наивной. Политически наивной, конечно. Алексей Алексеевич, а скажите, пожалуйста, буквально 2 слова о телевизионных войнах 99-го года. Да, можно и коротко, и долго. Все очень хорошо понятно, известно, потому что телевизионные войны, они же были публичные. На меня смотрите, да. Пожалуйста. Да, понимаете, да, они были публичными. Поэтому там ничего придумать нельзя. Там было очевидно, что, соответственно, у компании НТВ не было своего кандидата в президенты. Если все забыли, то НТВ поддерживал Явлинского. Ну, никто же не верил, что Явлинский может избраться. Но там же не дебилы сидели у нас, да. Но история была в том, что в этот момент и компания НТВ во главе с Владимиром Гусинским, соответственно, и компания ОРТ во главе с Борисом Березовским, они хотели от государства, во-первых, денег, потому что кризис их привел в состояние полной невменяемости, просто там огромные дефициты были, и они хотели, я имею в виду не руководство, владельцы этой компании хотели продать свою поддержку будущему президенту за конкретную сумму денег. Ну, при этом, чтобы еще потом не было национализации. Прогадали оба. Значит, один выступил против, денег не получил, компанию отняли. Другой выступил за, деньги получил, компанию отняли. Никакой разницы не было. Но тогда, значит, у ОРТ, да, у Второго канала вместе, они шли вместе, был кандидат Владимир Путин. Да, который им обещал вот эти $100 миллионов, как сейчас помню, это дырка, которая у них образовалась, была. Ну и, конечно, Борис Абрамович лично Владимир Владимирович толкал. А у компании НТВ Владимира Гусинского не было кандидата, но Володя считал, что если он начнет, значит, бить по Путину, Путин сдастся, даст денег, и все пойдет хорошо. Ну и все вернется, и мы поддержим, мы в смысле НТВ. Не получилось. Значит, господин Волошин сказал, ничего, мы в шантажу подаваться не будем, либо вы будете поддерживать нашего кандидата, либо мы вас уроем. И это был сентябрь 99-го года.
Говорить с Володей Гусинским «я тебя урою» – это тоже ошибка. Путину так нельзя говорить, и Гусинскому так нельзя говорить. Обратный эффект получается. И дальше понеслась. Ну, естественно, заточка информационная, соответственно, НТВ было на Ельцина, потому что Путин – это кто? Никто. А заточка Березовского РТ было на Гусинского. Да, и вот компании сцепились, и понеслась, покатилась Доренко, Киселев, все. Мы это, к сожалению, наблюдали. Я говорил и одним, и другим, что, ребята, кончится плохо, что будущий правитель, кем бы он ни был, там, Примаков, это же все осень, мы еще не знали, Примаков, Путин просто нас к ногтю возьмет за это, обоих. Меня никто не слушал, естественно. Но мы нашим маленьким радио в этом не участвовали, стараясь, во всяком случае, освещать и тех, и других, приглашая тех, и других членов команды, но это было печально. И вот конец профессии, ну, не конец профессии, как сказать, искажение профессии – это не 96-й год, это неправда, 99-й год. С обеих сторон. С обеих сторон. Чисто информационные заточки. С искажениями, я не скажу с неправдой, там в основе всегда лежал факт. Ну, с искажениями, с передергиванием. И как бы это талантливо ни звучало, там от Сергея Доренко или от Жени Киселева, да, как бы это талантливо ни звучало, в общем, это было неприятно. Это была другая профессия. Была такие пропагандисты. И я очень хорошо понимал, что речь шла там, о финансовом благополучии, там и там. Вот. 10 минут у нас осталось, по-моему. Давайте. Человек, которому было все пофиг, понимаете? Чтобы только отстали от моего радио. Все. Вот я начальник, а вы все вон. И я ходил на все эти встречи, и Владимир Владимирович говорил, говорит, Медиамозг представлен Алексеем. Вот такая была история. Угу. Ну, мы заканчиваем фильм 31 декабря 1999 года, про новейшую историю мы, может быть, с вами отдельно когда-нибудь поговорим. Мы планируем сделать отдельную такую 11-ю серию бонусную, посвященную международным отношениям в 90-е. И там основная драма у нас состоит в том, что кто-то говорит, что Россия... Ну, то есть все практически одно и то же говорят, что вот Россия с распахнутыми объятиями к Западу после того, как Советский Союз развалился. И вот Ельцин в Конгрессе выступил и сказал «God bless America», и мы вот и так и сяк перед ними, перед Западом, то есть распинались, расшаркивались, но они всего этого не оценили, они нас предали, НАТО нас обмануло, и, собственно говоря, вот эта вот путинская мюнхенская речь, да, и все, что сейчас происходит, это результат предательства Запада, который не оценил нашего дружеского порыва и так далее. Смотрите, я читаю расшифровки встреч Клинтона и Ельцина. И вот все эти рассказы о том, что Россия сдалась, целовала ботинок, там и так далее, из записи переговоров не следует. Мы видим, как Ельцин настаивает на том, что он считал правильно для России. Это просто давайте забудем о фантазиях, посмотрим переговоры Ельцина, скажем, с Украиной, где он предупреждал, что если вы будете русское население, я заберу Крым. Это все было при Борисе Николаевиче. Просто это все переговорное. Он не хотел это делать публично. Он считал, что нужно демонстрировать дружбу. Он считал, что у России и у Запада общие враги. Прежде всего, исламский терроризм. Во вторую очередь, китайский экспансионизм. Это было его видение истории. И вот эти общие враги, одинаковые у Запада и у нас, делают нас союзниками, не друзьями. Это было его видение. Поэтому в публичной зоне Борис Николаевич всегда демонстрировал дружелюбие, доброжелательность, и это может восприниматься как слабость. Но когда ты читаешь переговорные позиции, они уже опубликованы. В Америке опубликованы Клинтон-Ельцин переговоры во многом. Я читал, СБУ публиковала, Украина, да, там, Ельцин и все, и про Крым, и про Донбасс, все он говорил в жесткую. А как вы думаете, а почему русский язык никак не мог стать государственным? Да потому что Борис Николаевич говорил, в морду сунул, ну смысл, да, мало не покажется. Просто он это не делал на камеру. И его история, да, он считал, что Россия должна двигаться в сторону Европейского Союза и НАТО, но и Владимир Владимирович в 2001 году то же самое говорил. То есть он как бы ельциновскую политику в этот момент когда поддерживал.
Да? Но все хотелось очень быстро. Понимаете, это так же, как в революции. Хочется завтра проснуться здоровым и богатым. Да? Свободным, здоровым и богатым. Сразу не получается. А здоровым все наоборот, машинка изнашивается. Да? И ты уже становишься более пессимистичным. И то же самое Владимир Владимирович хотел. И Владимир Владимирович, как директор ФСБ и как начальник контрольного управления, всю вторую половину 90-х он участвовал в принятии этой политики. Да? И мы видели, и все эти броски на Приштину, это все равно Борис Николаевич. Я говорил, что да, осуществил Примаков, но это Борис Николаевич. Он умел ссориться. Там, но в закрытую. Это был его стиль ведения. Он кандидат в члены Политбюро. Он старый цыковский работник. Ничего наружу. Только вот то, что ты считаешь нужным. Поэтому я не считаю, что это так. Я считаю, что Путин вполне проводит до Украины, до Крыма. Вполне проводил ту же самую политику, мюнхенская речь, да. Но Путин другой. Путин брежневский офицер. Путин брежневский офицер спецслужб. Извините меня, в небольшой градации, да. И он вот так видел мир. И вот мюнхенская речь – это адекватный взгляд президента Путина на мир, какой мир должен устроен. И после, соответственно, медведевских эскапад, после Украины, у него этот взгляд меняется в сторону большего там, я не знаю, противостояния и так далее. У Ельцина был другой взгляд. Он как член Политбюро или кандидат получал секретные данные. Да? Он был в этом смысле больше помнил, как рушился Советский Союз. Он помнил и Афганистан, чего Владимир Владимирович говорит, и Чернобыль, да, чего Владимир Владимирович не застал на должностях. Да? И он понимал, что угрозы другие. Для Путина главный враг НАТО, а для Ельцина исламский терроризм. Вот вам история. И тогда какие у нас друзья или союзники? Поэтому я не верю в это. Это говорят люди либо малообразованные, либо лицемерные, которые знают правду, но просто хотят сделать приятное президенту для того, чтобы оттенить его как бы суверенизацию на фоне капитуляции Ельцина, уж тем более Горбачева. Вы знаете, я сейчас даже от самых заядлых либералов слышу мнение, что вот мы в 90-е были открыты миру и были готовы дружить и двигаться в сторону Европы, а они нас профуфукали и не отнеслись серьезно к этому окну возможностей. Слушайте, я российский гражданин, я не знаю, кто чего профуфукал. Возможно, они и профуфукали, возможно, они и переоценили и свои силы, возможности и так далее. Но я, например, помню, как в начале 90-х годов, уже Ельцин был, да, как по всем республикам Советского Союза ездили американские сенаторы, уговаривая республики отдать ядерное оружие Российской Федерации. Сенаторы Нан и Лугар проехали Белоруссию, Украину, Казахстан, еще были некоторые пункты, где хранились, скажем, запчасти, и уговаривали. Работали на Российскую Федерацию. Они профукали. Надо было, чтобы это оружие осталось, потому что Ельцину отказывали. И вот из таких историй очень много. Конечно, историческая штука, она такая, но она не имеет поливариантности. Так случилось и случилось. Профукали. Профукали. Давайте про себя говорить. Что мы будем говорить? Кто там был лидером Евросоюза в 90-х, уже никто не помнит. Хавьер Солана. И что? Мы-то чего сами? Чего ходить и плакать? Они нас профукали. А мы что сделали? А мы профукались тогда. Это как-то совсем сопливенько. Скажите, а Ельцин вот в этом смысле на протяжении своего срока изменился? Потому что вначале он выступал в Конгрессе, а потом был бросок на Приштину. Да, конечно. Он был очень прагматичный человек. Когда он выступал в Конгрессе, Югославии не было. Потом случилась Югославия. Оценка Югославии была разная в его окружении. И он принял ту оценку, которую он бы принял, будучи кандидатом в члены Политбюро. Если бы Югославия случилась бы раньше. Она ему была ближе. Ему вообще распад государства по национальным признакам был некомфортен. Да? Я думаю, что он видел, скорее всего, Российскую Федерацию в зеркале Югославии. И поэтому поддерживал. Я помню, он говорил о Милошевиче с презрением. Ничего не может. Слова держать не может. Понимаете? Но при этом сам распад Югославии, он боялся, что Россия, безусловно, боялся или имел в виду, одновременно идет Чеченская война, вы не забывайте. Да, и он в это видит, да, и поэтому надо затушить там и затушить там одинаково.
Иначе, если отпадет Косово, может отпасть Чечня. Там все просто. Он видел, как в зеркале. Ему так все это тоже объясняли. И он, вот это его искреннее видение, ну да. Ну и что? Ну, оно было бы и такое же 80-е годы, и сейчас бы. А вы в Пуле ездили с ним, да? Да, По заграничным поездкам тоже? да. Как к нему относились? По-разному. По-разному. Во-первых, относились осторожно. Ну, в Европе осторожно. В Китае не знаю, кто их китайцев поймет. Но я тоже с ним был и в Китае тоже. Он был непонятный, да, то есть человек, который пришел вот таким образом к власти и вел себя так, как царь. Генсек так себя не вел. Партнеры не привыкли к такому поведению. Поэтому к нему относились осторожно. Я просто знаю по мемуарам Клинтона, его старались не задеть, не вызвать, находили слова. Считалось, что он не все понимал сразу. Поэтому находили термины, чтобы его не разъярить. Что разъяренный Ельцин – это человек, который перестает воспринимать. А он разъярялся. Поэтому, ну, это, наверное, связано с субъективными лидерскими качествами каждого лидера, потому что все знают, что когда лидер встречается, вот это досье надо смотреть. Скажем, не любит желтого, или ты надеваешь все желтое, или ты ничего не надеваешь желтого, понимаете, да? Это же важно. Вот такая история. Ну что, Алексей Алексеевич, простите, что мы вас так долго мучили, и большое спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Пойду